Всем привет! Мы продолжаем нашу рубрику «Эволюция Swift», и сегодня мы поговорим, что нового появилось в Swift 5.1, и поговорим о ключевом слове return в замыканиях и функциях. Смотрите, раньше, до Swift 5.1, в замыканиях и функциях было некоторое несоответствие. Ну, как вы знаете, и замыкания, и функции являются функциональным типом, то есть их тип, функциональный тип является одним и тем же, то есть и тип замыкания, и тип функции не отличить друг от друга. Но в отношении ключевого слова return была некоторая путаница, несоответствие. И вот в Swift 5.1 это несоответствие пофиксили. Смотрите, что касается замыканий, то если мы имели одно выражение, то тогда мы могли раньше, да, и сейчас, конечно же, могли не писать ключевого слова return. Как видите, здесь мы и не пишем ключевое слово return, и наш код работает, и все прекрасно. Также можем писать ключевое слово return, да, то есть вот эти две строчки кода, они одинаковые. Но, как видите, чем короче код, тем лучше. Поэтому в данном случае ключевое слово return не советуется писать, потому что оно лишнее. То, что лишнее, ну, как правило, лучше не использовать и не писать таким образом. Но если мы говорим о функциях, то такого до недавнего времени, к сожалению, не было возможным. И, допустим, если у нас было какое-то одно выражение, вот в данном случае вот так вот, нам нужно было писать ключевое слово return. И вот Swift 5.1 вот это пофиксили, и теперь в функциях, так же как и в замыканиях, если у нас есть одно выражение, которое пишется на одной строчке кода, мы можем не писать ключевое слово return. Пожалуйста, возьмите это на заметку. Это становится уже таким некоторым правилом, или стилем написания кода. Конечно, вы можете здесь писать return вот здесь вот и здесь, это не будет ошибкой, но все же советуется, если есть такая возможность, писать сокращенно, чтобы код был более читабельным. Можно не писать ключевое слово return, но он все равно там будет. Да? Это как бы неявный return. Вы должны это понимать и как это работает. Но главное условие – выражение должно быть одним, как и в замыкании, так и в функциях. Допустим, если мы здесь поставим два выражения, вот так вот, то, понятное дело, этот код у нас работать не будет. То здесь тогда нам, конечно же, потребуется ключевое слово return, чтобы вернуть это значение. Смотрите, вот сокращенный синтаксис работает только в том случае, если внутри функции всего лишь одно выражение. Если два выражения, то тогда, конечно же, нам нужно писать ключевое слово return. Но чем выражение отличается от инструкции if, здесь вы можете спросить в комментариях, если вы не понимаете. Но если сказать коротко, выражение это то, что сводится к одному значению. Это может быть значение типа string, значение типа bool, int и так далее и тому подобное. Если на одной строчке, неважно какое длинное оно будет, если значение сводится лишь к одному либо true, либо false, либо к одному значению, либо к одному тексту, то это считается выражением. Вы должны тонкий нюанс понимать, и тогда вам, в принципе, будет понятно, что означает функция с одним выражением. Ну или сказать проще, если вы пишете функцию и у вас код на одной строчке кода, то тогда вы можете не писать ключевое слово return. Но здесь вы должны понимать, что, вот, например, вот этот код, к примеру, если я сейчас напишу let, допустим, value равно number умножить на 2, то смотрите, вот если я пишу вот эту строчку кода, то этот код не является выражением, потому что он не возвращает здесь значение. Здесь мы берем, создаем, здесь на самом деле под капотом происходит много действий. Мы берем, создаем константу под названием value, вот это значение прибавляем, и потом уже присваиваем вот этой константе вот это значение. Под капотом здесь происходит очень много действий. Да? Мы также еще и тип создаем, да, для этой константы. А вот здесь уже чуть ниже мы берем и можем вернуть это значение, да, value или какой-то там result, неважно, как мы его назовем. Вот это уже две строчки кода. Вот это не является выражением, а вот это является выражением, потому что вот эта строчка кода, она, по сути, возвращает значение. Вот. В данном случае, смотрите, допустим, 5 плюс 5, вот это тоже является выражением. Независимо от того, какое оно будет длинное, потому что 5 плюс 5 является одним числом, да, просто мы его разбили на 2, то это код тоже является выражением. И здесь мы тоже можем, в принципе, не писать ключевое слово return. Я думаю, вы уловили суть. И запомните вот этот нюанс в отношении return, когда его следует писать, когда не следует. И, конечно же, если есть возможность не писать ключевое слово return, я еще раз повторюсь, не пишите его. Итак, на этом мы видео это будем завершать, но прежде чем завершить,
Я хотел бы так подвести некоторый итог недельного обучения внутри моей школы. Если вы не знаете, то на этой неделе, 24 октября, я запустил первый модуль курса iOS-разработчик. И на этой неделе уже стали доступными два видеоурока. Провели вводный созвон, провели уроки английского в двух группах на полном сопровождении. И если вдруг вам тоже интересно полноценное обучение, чтобы закрыть все свои вопросы и пробелы в отношении синтаксиса языка программирования Swift, допустим, вы раньше, может быть, изучали, но так и не получилось до конца пройти обучение на курсах, или, может быть, вы забросили, или, может быть, какие-то у вас остались пробелы в синтаксисе, да, языка программирования Swift, то я вас приглашаю к себе в школу, можете еще присоединиться, залететь к нам на обучение. Особенно если у вас есть знания основ, то вы без проблем нагоните обучение и закроете свои пробелы в отношении этого языка программирования. Так что я вас приглашаю. Если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, пишите мне. Спасибо за ваше внимание и увидимся в следующем видео.